Всем привет! Сегодня поговорим о технических жидкостях, которые используются в бензопилах, в бензокосах, как правильно их нужно разводить, что нужно, что нельзя. Я использую масло Эхо японского производителя для двухтактных двигателей. Мне это масло в принципе вполне устраивает, так как газонокосилка Эхо также. Как правильно разводить масло? Бензин используется для бензопилы и бензокос исключительно 92-й. 95-й не рекомендуется, так как может быть детонация и преждевременный выход из строя цилиндра поршневой группы. Масло берется чаще всего 1 к 50, это на 1 литр бензина 20 мл масла. Отмерить очень удобно шприцом 20 мл. Разводить надо обязательно в отдельной емкости, ни в коем случае не в бензобаке. Топливная смесь, которую вы развели, ее необходимо использовать в течение 2 недель, так как масла впоследствии в бензине разлагаются, то есть цвет остался, а смазочные свойства потерялись. Нет смазочных свойств, если такой топливной смесью поработать, не исключено, что опять же преждевременный выход из строя цилиндра поршневой группы, а это дорогостоящий ремонт, чаще всего новый агрегат. Маслами лучше пользоваться оригинальными, качественными, не использовать, например, для бензопилы масло тоже моторное, например, и для бензокосы, то есть только двухтактные масла. Если еще такой момент, вы используете минеральное масло, а потом впоследствии решили перейти на синтетическое, то этого делать не следует, так как работая на минеральном масле образуется нагар, а нагар это абразив. Если вы перейдете на синтетическое масло, то есть вероятность того, что нагар отмоется, и это может повредить цилиндр, сделать задиры. Так что, если вы пользовались синтетическим маслом, на минеральное перейти можно, но потом уже синтетическим не пользоваться. А наоборот, с минерального на синтетику переходить ни в коем случае нельзя. Это чревато выходом из строя агрегата. То же касается масла для смазки цепи. То есть масло для смазки цепи рекомендуется заливать в бензопилы, а не в какую-то не отработку, не моторные масла, потому что у смазочного масла для цепи особый режим работы. Шина разогревается с цепью до 130 градусов, а в автомобиле всего, скажем так, рабочий температурный режим до 100 градусов. Этим обуславливается свойства масел. То есть, если вы пользуетесь отработкой, то вы можете еще повредить и масляный насос, помимо того, что будет повышенный износ цепей и шин, а это дополнительные расходы. Так что пользуйтесь оригинальными маслами. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания.